Уважаемые коллеги, дорогие друзья, спасибо большое за приглашение на 13-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Ваше объединение вот уже более 30 лет находится в авангарде отечественного профсоюзного движения. Охватывает свыше 130 тысяч первичных организаций и почти 20 миллионов человек по всей стране. Такое широкое, действительно повсеместное представительство позволяет Федерации эффективно защищать профессиональные интересы наших граждан. В социальном партнерстве с государством и бизнесом совершенствовать законодательство. На современной основе выстраивать отношения в сфере занятости. В этом году Российская трехсторонняя комиссия провела большую содержательную работу. Было подписано очередное генеральное соглашение между объединениями профсоюзов, работодателями и правительством. Оно рассчитано на трехлетку с 2024 по 2026 год. Уверен, что сотрудничество в рамках нового соглашения, как и в предыдущие годы, будет таким же плодотворным. Тем более, что в числе приоритетов этого документа задачи, которые имеют долгосрочное стратегическое значение для всей России. А это обеспечение безопасности нашей страны, укрепление ее производственного, технологического и кадрового потенциала, повышение благополучия граждан и, конечно, стимулирование качественных изменений на рынке труда. Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. С каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года, третий месяц подряд, безработица составила 2,4%. Причем такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира. На нашем рынке труда фиксируется еще одна очень важная тенденция. Она говорит о том, что экономика России меняется структурно. Вот это вот, вы знаете, вы знаете, конечно, годами говорили о том, что нам нужно менять структуру экономики. Вот она меняется сейчас. Причем в сторону усложнения развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами. Так, в августе текущего года по сравнению с прошлогодними значениями занятость в обрабатывающей промышленности и IT-секторе выросла на 3,9% и 8% соответственно, то есть в IT-сфере на 8%. Добавлю, что снижается безработица в одной из наиболее сложных групп граждан. Имею в виду молодежь до 25 лет, которая в основном пока не имеет опыта работы, находится в поисках занятости. Так вот, уровень безработицы среди молодежи в июне оказался менее 9%, 8,8%. Для сравнения, годом ранее этот показатель был заметно выше, 11,6%. А в 2019 году там было и вовсе 15,5%. Знаю, что в этой аудитории названные цифры, что называется, на слуху. Федерация независимых профсоюзов, конечно, внимательно отслеживает, анализирует положение дел на рынке труда, в том числе динамику заработных плат. А они в целом по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. В июле этого года реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%. Что хотел бы особо отметить? Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда. И, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен. Повторю, российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. В этом ключ к повышению эффективности самого производства. К модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных
рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения, но и ваши аплодисменты как раз об этом говорят. Спасибо большое. То, о чем только что сказал, в полной мере относится и к корпоративному сектору, и к бюджетной сфере. В этой связи напомню правительству, что уже со следующего года должно начаться внедрение новой модели оплаты труда бюджетников, включая работников здравоохранения. Сейчас только выступал перед ними, здесь рядышком, говорил об этом. Здравоохранение, образование, науки и культуры. Сначала мы отработаем ее в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а затем перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача. Надо чтобы это было всем понятно. Это очень сложная задача. Тем не менее, у правительства такая задача стоит с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы, задача которых не только добиться роста доходов специалистов, но принципиально важно устранить разрывы в их заработных платах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже от соседних регионов, что совершенно несправедливо. Мы эту проблему понимаем и будем, конечно, ее решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, при вашей поддержке, дорогие друзья. Далее. Вновь подчеркну, о чем говорил на вашем предыдущем съезде в апреле текущего года. По прогнозам экспертов, в ближайшее время экономика России, наш рынок труда будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Эти объективные тенденции обязательно нужно будет учитывать. Соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики и социальной сферы. Это относится в равной степени и к государству, и к бизнесу, ну и, конечно, и к деятельности профсоюзов. Кадровый потенциал страны – это безусловная ценность, к которой нужно соответствующим образом относиться, беречь ее, укреплять, вкладывать ресурсы в эту сферу и инвестиции. Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации. Очевидно, чтобы добиться этого, необходимо в первую очередь увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее, и так далее. Развивать, конечно, инфраструктуру и логистику. Для этого у нас предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий. Будем их постоянно донастраивать, повышать их эффективность и востребованность компаниями, предприятиями, субъектами федерации. Очень рассчитываю здесь и на активное содействие профсоюзов, которые заинтересованы в расширении технологического и индустриального потенциала России, создание рабочих мест с более качественными условиями труда и высокой заработной платой. И, конечно, важнейшая задача, как уже сказал, это подготовка квалифицированных кадров, которые будут работать на новых современных производствах. Модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов. Они стартуют со следующего года. Особо подчеркну, что майским указом текущего года о национальных целях развития поставлена предметная задача, а именно создать к 2030 году институциональные условия для постоянного профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии и повышать свою квалификацию на системной основе на протяжении всей трудовой деятельности. В рамках нацпроекта «Кадры» запланировано обучение и дополнительное образование по тем профессиям, которые уже сегодня востребованы на рынке труда. Прежде всего, этими программами смогут воспользоваться безработные, а также женщины с детьми до 7 лет и граждане предпенсионного возраста. Планируется, что ежегодно по таким программам будут обучаться свыше 100 тысяч человек. Принципиально важно гарантировать занятость молодежи.
чтобы сегодняшние школьники, студенты могли получить качественное образование, приобрести интересную профессию, а затем надежную работу по специальности. Напомню, что в основу контрольных цифр приемов техникумы, колледжи, вузы будет положен прогноз кадровой потребности экономики. То есть сколько специалистов по конкретным отраслям, в какие сроки понадобятся отечественным предприятиям и компаниям. Такой прогноз в контакте с бизнесом, региональными командами правительство готовит. Он учитывает деловую, инвестиционную активность в стране в целом и в отдельных субъектах Российской Федерации в частности. И, конечно, этот документ будет постоянно актуализироваться. Отмечу, что нашей экономике сегодня остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями. Рассчитываю, что и профсоюзы примут здесь самое активное участие. Напомню, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут подготовлены порядка 1 миллиона рабочих кадров для отечественной легкой промышленности, фармацевтики, судостроения, авиапрома, производства станков и электронных компонентов и так далее. Базой для обучения специалистов послужат обновленные образовательно-производственные центры, которые создаются вместе с бизнесом при поддержке государства. Как уже говорил, такое сотрудничество образовательных организаций и деловых кругов в дальнейшем охватят всю систему среднего образования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма и так далее. Мы также дополнительно поддержим систему высшего образования, институты и университеты, которые плотно взаимодействуют с компаниями реального сектора и социальной сферы. Совместно запускают инновационные технологические кадровые проекты. Для них будет продлена программа «Приоритет-2030». По всей стране к 2030 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» планируется создать как минимум 25 университетских кампусов, новых, современных, самого высокого качества. В них будут учиться, проходить практику, заниматься спортом и отдыхать почти 500 000 студентов. А в дальнейшем планируется, что число таких кампусов увеличится в стране до 40. В рамках того же национального проекта к концу 2030 года будут капитально отремонтированы 800 вузовских общежитий. Свыше 200 000 ребят получат более комфортные, удобные условия для проживания во время учебы. Кстати, многие из сегодняшних студентов являются членами профсоюзов. Студенческое движение профсоюзов Движение профсоюзов образования охватывает более 1 миллиона человек и в этом году отмечает свое 25-летие. Конечно, вклад этого объединения в развитие молодежной политики, в продвижение дела защиты прав трудящихся, а также инициативы его участников, настоящих лидеров по духу, заслуживают уважения и поддержку. Хочется поздравить это движение с 25-летием. И еще. Особый акцент в рамках нацпроектов будет сделан на развитии научного, образовательного потенциала для достижения технологического лидерства России. Чтобы у нас в нашей стране было широкое пространство для технологической мысли, для создания и практического внедрения новых перспективных решений. Для этого мы существенно нарастим подготовку инженерных кадров. На горизонте до 2030 года в дополнение к действующим инженерным школам создадим еще не менее 50 таких передовых структур с самым современным учебным оборудованием, лабораторным. Подчеркну, материальное оснащение и уровень подготовки в передовых инженерных школах должны соответствовать не только стандартам сегодняшнего дня, но и запросам экономики будущего. Если мы будем ориентироваться только на день сегодняшний, даже на самые лучшие, самые передовые достижения, мы уже отстанем. Надо обязательно смотреть в будущее. Прежде всего, это касается и квалификации новых специалистов, к их знаниям, профессиональным навыкам. Уважаемые коллеги и друзья, Россия, да весь мир переживает этап динамичных, интенсивных изменений.
Они предъявляют новые, более высокие требования к темпам и качеству развития экономики, социальных отраслей, регионов, городов и поселков, да и всех сфер жизни. Сильное, суверенное будущее России создается руками людей. Только так, теми, кто ежедневно, напряженно трудится в цехах и на сборочных линиях, в полях и в шахтах, в конструкторских бюро и научных центрах, в учебных классах или в медицинских кабинетах. Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет. Государство решает ее вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и, конечно, вместе с профсоюзами, которые следят за интересами людей труда в тесном, не всегда, конечно, простом, но, тем не менее, очень важном и, за последние годы мы можем это сказать, результативном диалоге. Исторически профсоюзное движение в России является сильным и массовым, имеет большой вес и авторитет в обществе. Уверен, оно и дальше будет развиваться, совершенствовать свою деятельность. В ходе нынешнего съезда, только что мне доложили, вы приняли изменения в Устав Федерации независимых профсоюзов, а также целый ряд кадровых решений. Михаил Викторович Шмаков, который возглавлял Федерацию независимых профсоюзов России более 30 лет, настоящий ветеран профсоюзного движения и, безусловно, многое сделал для его развития. Насколько я понял, Михайлович переходит на почетную должность президента ФНПР. Уверен абсолютно, ваш опыт, знания будут востребованы, в том числе в рамках международного профсоюзного сотрудничества, взаимодействия по линии гражданских обществ, прежде всего в таком формате, как профсоюзный форум БРИКС, который нацелен на защиту прав граждан на рынках труда нашего объединения. И, конечно, поздравляю с избранием Сергея Ивановича Черногаева. Вы, Сергей Иванович, тоже много лет посвятили работе в одном из крупнейших отраслевых профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей. И теперь вам, как председателю ФНПР, предстоит руководить всем коллективом, всем комплексом текущих деятельностей Федерации, реализовывать востребованные временем проекты профсоюзного движения, внедрять инициативы, которые обеспечат выход ФНПР на качественно новый уровень развития. Я хочу пожелать вам, всем членам Федерации независимых профсоюзов, успехов в работе на благо граждан, на благо России. Спасибо вам за внимание.